Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Я расскажу, как подключается реле напряжения и что такое байпас для реле напряжения. Но прежде я хочу поблагодарить подписчика моего канала Илью за поддержку канала. Большое спасибо. Вначале рассмотрим, как выглядит схема подключения реле напряжения для двухполюсного реле, а затем, как подключается реле напряжения трехполюсное. Как подключить реле напряжения в щитке? В распределительном щитке напряжение с вводного автомата поступает на несколько автоматов, подающих питание на всех потребителей. Потребителей в электрике принято называть нагрузкой. Между вводным автоматом и потребителями в разрыв проводов фазы и нуля ставится реле напряжения, барьер. Если поступающее на квартиру напряжение выходит за рамки нормального, то реле контроля напряжения отсоединяет нагрузку от ввода, и напряжение на потребителя не поступает. Когда напряжение на вводе возвращается в норму, то через небольшой промежуток времени реле напряжения соединяет свои верхние контакты с нижними, и напряжение подается на квартиру. Обратите внимание, некоторые реле напряжения разрывают оба провода при срабатывании. И фазу, и ноль. А некоторые реле напряжения, и таких большинство, разрывают только фазный провод. Если реле контроля напряжения выходит из строя, то вся квартира может остаться без света до приезда электрика. Чтобы избежать такой ситуации, применяют так называемый байпас. Слово это пока еще иностранное, но в переводе с английского означает «обход». Так вот, байпас дает возможность обойти неисправный барьер и подать напряжение на квартиру еще до приезда электрика. Для этого нужно включить автомат байпаса, и фаза в обход барьера поступит на нагрузку. Правда, защиты от перенапряжения при этом нет. После замены реле напряжения автомат байпаса выключают, и квартира получает электричество, защищенное от перенапряжения. Если реле напряжения разрывает не только фазу, но и ноль, то для байпаса нужен двухполюсный автомат. О том, какой номинал автомата нужно использовать для байпаса, расскажу в конце. Как подключить реле контроля напряжения в трехполюсном исполнении? Вводной автомат в щитке соединен коричневым фазным проводом с группой автоматов, дающих питание на потребителей, на нагрузку. Ноль вводного автомата поступает на нулевую шину. Подключение реле напряжения нужно проводить в разрыв фазного провода. Для работы такого реле напряжения на него следует подать 0 с нулевой шины. Так как 0 не проходит через реле контроля напряжения на нагрузку, а нужен только для работы электроники самого реле напряжения, то сечение нулевого провода не обязательно должно быть таким же, как сечение вводных проводов. Оно может быть значительно меньше. Если входное напряжение выходит за пределы нормы, то барьер реле напряжения отключит фазу, поступающую на все автоматы квартиры. Когда напряжение нормализуется, то реле напряжения через небольшой промежуток времени снова подаст фазу на все автоматы. В том случае, когда реле напряжения выходит из строя, оно может лишить всю квартиру электричества независимо от того, нормальное напряжение в сети или нет. Чтобы до приезда мастера квартира получала электричество, хоть и без защиты от перепадов напряжения, применим перемычку с автоматом между входом и выходом реле напряжения. Как вы уже догадались, такая перемычка называется байпас. При включении ее автомата фаза поступит на автоматы квартиры независимо от реле напряжения. Можно дожидаться приезда электрика, не лишаясь электричества.
После замены реле напряжения байпас следует отключить автоматом, иначе защита от перепадов напряжения работать не будет. Провод для байпаса нужен такого же сечения, как и провод на вводном автомате. Вывод. Байпас реле напряжения уменьшает неудобства при выходе реле напряжения из строя. Если реле контроля напряжения разрывает и фазу, и ноль, то байпас для реле напряжения должен использовать двухполюсный автомат. Если реле защиты от перенапряжения разрывает только фазу, то байпас реле напряжения может использовать однополюсный автомат. Номинальный ток автомата для обеспечения байпаса должен быть таким же, как и номинальный ток вводного автомата. Байпас для реле напряжения должен иметь такое же сечение проводов, как и сечение вводных проводов. Недостатком применения байпаса является то, что если его ошибочно включить, то трудно заметить, что квартира лишена защиты от перепадов напряжения. Достоинством является очень простая схема подключения реле напряжения через байпас. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.